Всем привет, с вами Татьяна. Сегодня хочу провести небольшой видеоурок по вязанию вот такого вот классного узора, который сейчас пользуется очень большой популярностью. Я в своем инстаграм уже показывала, как он вяжется из рафии и из тонкого шнура. И получила от вас очень много сообщений с просьбой показать, как же его вязать с самого начала. То есть как начать и как завершить узорчик. И поэтому решила отснять вот такой вот мастер-класс. Этот образец у меня связан из шнура 3 миллиметра, но его можно вязать и из более тонкого шнура, и из более толстого шнура. В общем, вяжите из чего хотите. Единственное, что стоит учитывать, что этот узор довольно плотный. То есть, если будете вязать из очень толстого шнура, то он получится прям толстый-толстый и очень плотный. Вот, например, у меня из трешечки связан вот такой вот образец, и он довольно-таки толстый. Если взять четверочку или пятерочку, то можно связать даже ковер, и он будет прям то, что надо по толщине и плотности. Также у меня есть парочка изделий, связанных этим узором. Вот, например, сумочка из шнура 2 миллиметра. Здесь она у меня укреплена дополнительно ригелином по каркасу, но даже если не брать во внимание это, все равно посмотрите, какое плотное получается полотно, и это шнур 2 миллиметра. Он даже немножко, наверное, потоньше, чем 2 миллиметра. Вот, и полотно достаточно плотное получается. И также этот узорчик можно вязать из рафии. Вот она у меня такая же сумочка, связана из рафии. И она держит форму прекрасно. Здесь она тоже укреплена ригелином по каркасу. Но посмотрите, рафия, если бы я вязала ее в одну нить обычным столбиком без накида, это было бы полотно такое очень мягкое, вообще не держало бы форму. Этим узором, связанным в одну нить, форма держится прекрасно и полотно очень плотное. Итак, сегодня я буду вязать из шнура 3 миллиметра. Это шнурочек Бугетта Макраме Софт. Если кому-то нужна ссылочка на продавца, то она есть в описании. И крючок возьму номер 5. Итак, наберу для образца 10 воздушных петель. И одну воздушную петлю для подъема. Далее разворачиваю цепочку и ввожу крючок в заднюю перемычку цепочки. Вот цепочка у меня остается внизу. И первый ряд вяжу классическим столбиком без накида вот в эту самую заднюю перемычку. Провязали. Теперь делаю воздушную петлю подъема и разворачиваюсь. Во втором ряду начинаю вязать основной узор. Захватываю заднюю полупетлю на косичке и также подхватываю вот здесь вот под вот этим рядом одну полупетельку нашей косички и провязываю столбик без накида. Далее следующая полупетелька и здесь также подхватываю полупетельку. И таким образом провязываю весь рядочек. Так, и последние петельки сюда и сюда. Воздушную петлю подъема я не трогаю. Все, провязала. И далее снова воздушная петля подъема. И начиная со второй петли от крючка, захватываю здесь заднюю полупетлю. И здесь вот эту оставшуюся полупетлю от предыдущего ряда. Ее очень хорошо видно, поэтому точно не запутаетесь. И так далее. Ну вот, я связала несколько рядочков, и сейчас покажу вам, как закончить этот узор, чтобы было красиво, чтобы вот этот рубчик у вас не торчал по краю изделия.
Делаем воздушную петлю подъема и вводим крючок здесь полностью в петлю, захватываем обе полупетельки и здесь захватываем полупетельку, провязываем столбик. Дальше захватываем всю петлю и полупетельку. И, собственно, все вот таким вот образом провязываем весь рядочек. И вот, собственно, что получилось. Узорчик с обеих сторон выглядит одинаково. Вот такой вот плотный. Здесь, мне кажется, толщина чуть ли не сантиметр, чуть поменьше может быть. И это всего лишь из шнура толщиной 3 миллиметра. Если взять шнурочек 4 или 5 миллиметров, то можно вязать даже ковры. И причем они получатся такие плотные-плотные. И да, я еще забыла сказать в начале, что этот узор за счет того, что он очень плотный, он очень прожорливый. То есть, когда будете планировать какое-то изделие, учитывайте, что пряжи нужно будет заказывать больше, нежели если бы вы вязали просто обычным столбиком без накида. Ну а на этом, пожалуй, все. Надеюсь, что урок был для вас полезен. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал. И до встречи в новых видео. Всем пока-пока.